это лучший кинозал. И ты понимаешь это и то, и это прижилось во мне когда-то. Гладиатор, гладиатор, эпический эпик, эпичен, Наполеон и детонатор. Давайте посмотрим на кадры со съемочной площадки, послушаем восторженные эпитеты съемочной группы, посмотрим на слитый эпизод кинофильма и порассуждаем о сюжете, который усилиями Ридли благополучно был слит или, если хотите, раскрыт трейлерами фильма. И, конечно же, я поделюсь своим впечатлением от этого эпического продолжения. 25 лет прошло после кинопремьеры «Гладиатора». Возвращение в Рим вызовет много волнений. Первый фильм стал легендарным. Твои впечатления? Эпик. Это новая глава в истории как для режиссера, так и для актеров. Камеры, экшен. История написана блестяще. Она погрузит нас в глубины человеческих чувств. Так и есть, и я тебя. Рим переживает 20 лет потрясений из-за безумцев, жаждущих власти, способных купить трон. Впереди много побед. Рим обязан заботиться о своих подданных. Война — их пища. История основана на том, что ребенка прячут для его защиты. Не дай им найти тебя. Он возвращается в Рим как пленник. Чья голова тебе нужна, чтобы утолить ярость? Легионы Рима. Создание этого мира ни с чем не сравнимо. Это самый масштабный фильм в моей карьере. Он огромен. Сесил Би Демил на стероидах. Он вот-вот взлетит на воздух. Все, что вы увидите в фильме «Плавающий Колизей», «Дикие животные», все это было на самом деле. Это реальное. Нет ничего лучше, чем настоящее. Я оглядываюсь и вижу тысячи солдат в доспехах. Выйти на арену во второй раз было просто удивительно. Это грандиозное произведение с продуманными персонажами и сюжетом. Все соответствует эпическому содержанию. Они убивали людей на арене. Для развлечения. Это было по-настоящему. Большое внимание было уделено физической подготовке. Помните, зачем вы здесь. Мы творим историю. И я провел этих парней по городу. Было много изнурительных тренировок. Мне надирали задницу. Ты можешь много тренироваться и тренироваться, но все равно тебе придется это как бы отбросить. Нам бы не понадобился трос, я справлюсь. Сделай это. Нравится, когда Ридли подкидывает очередную гениальную идею. Оказалось, Пол очень быстрый, и он прекрасно владеет мечом. Это безумие, правда? Я и раньше тренировался с мечами, но не так, как сейчас. Настоящий сюрприз, как по-настоящему он может быть жестоким. Ты чертовски хорош в атаке. Команда Ридли потрясающая. Они абсолютно преданы своему делу. Педро, это все. Меня избил. Лучший. Я невероятно горжусь готовым продуктом. Это абсолютно безумный опыт. Это кино увеличивает его до 100. Снимаю перед ними шляпу за проделанную работу. Музыка для меня — это язык. Это заключительный диалог, который придает фильму дополнительную динамику, когда это необходимо. Поехали. Уже 6 часов, ребята. 6, 2, 3, 4. Гарри действительно необычайно хороший композитор. Он поражает меня тем, на что способен.
В написанной мной музыке есть элементы оригинальной темы «Гладиатора». Звук, который мы здесь записываем, ни с чем не сравнить. Ридли — это открытая книга. Когда дело касается музыки, он расскажет о свете и тьме. Потом я интерпретирую его рассказ в музыку. Здесь есть хороший баланс между масштабом боевых сцен и властью, благородством Рима и персидского мира. Это то, во что они верят, в силу. Это действительно эпические битвы в Колизее. В сценарии есть строчка: «В этот момент Луций становится Максимусом». Я решил, что для Луция можно использовать элементы из темы Ганса Циммера. Мне нравится, как он ее расширил и сделал что-то необыкновенное. Музыка — это утверждение, это заявление звука. Я думаю, что зрителям понравится. О чем мечтают в Риме? Люди, которые не свободны. Wind is too strong. Furl sail and strike water. Furl sail, strike water! Strike water! Я считаю Ридли Скотта великолепным постановщиком, который знает и умеет работать со всеми участниками киносъемок. Это выдающийся режиссер, а его «Бегущий по лезвию» стал новаторским и признанным художественным произведением, а «Гладиатор» стал классикой кинематографа. Но его современные работы могут оставить чувство разочарования или противоречия как в авторском видении, так и в содержании и выборе действий, которые задают основные направления в повествовании. Ридли Скотт работает с готовыми сценариями и видоизменяет его под свое творческое видение. Он хорошо понимает, что хорошей истории нужен уникальный рассказчик, который своей игрой увлечет зрителя. И именно харизматичные актеры наравне с художниками и композиторами имеют притягательный магнетизм, способный завладеть тысячами глаз. И первое, что я не оценил в новом «Гладиаторе», это выбор титульного актера Пола Мескаля. Дело не в том, что он талантлив или бездарен, дело в его образе, в нем самом. Сравните героя из первого фильма и нового. В каком из героев больше мужской силы? В чьем герое виден тот самый внутренний магнетизм, способный завладеть вашим вниманием? Лично я все это вижу в подтянутом Расселе Кроу, но никак не в Мескале. Для меня это не тот актер, ради которого я пойду в кинотеатр. Как бы ни старался режиссер, это не мой герой. Нет в нем той самой античной харизмы самоотверженного и несгибаемого воина. А теперь давайте сравним главного антагониста первого фильма. Кто, по-вашему, обладает более ярким образом антигероя? Извините, но я не могу вам сказать, кто в этом фильме антагонист. Это будет большим спойлером. Скажу только одно. Образ антигероя – это лучшее, что есть в этой картине.
Антигерой получился неплохим, и даже было какое-то драматургическое развитие, но оно оборвется на середине, в наспех придуманном финале, как в третьесортном боевике. Несомненно, Джозеф Куин и Фред Хехингер обнажают болевые точки, обостряют противоречия, но для такой эпической драмы нужен другой антиобраз, который способен возвести эпическое противостояние на вершину нервного напряжения. Сюжет нового фильма, к сожалению, состоит из вторичности и повторного пересказа. Снова благородный изгой оказывается пленником и вынужден быть гладиатором. Снова нумидийский работорговец, распоряжающийся судьбой героя, да еще с императорскими амбициями. Его мотив кажется неустойчивым и не выдерживающий никакой критики. Бывший раб, работорговец, хочет купить власть и сесть на трон, да его даже к Сенату близко не подпустили бы. А здесь Ридли хочет назвать его будущим императором. Видите ли, это такая утонченная интрига Ридли, укладывающаяся в современную повестку, ради которой можно в художественной форме изгаляться над историей. Снова добрая принцесса Люцила, которая помогает герою, своему сыну. Любопытная сюжетная линия у нее получается. Все мужчины Люцилы погибают, страдают, а она всегда наблюдает на это со стороны и манипулирует несчастными мужчинами, чтобы облегчить участь своего нового фаворита. Это, конечно, сарказм, но суть от этого не меняется. Выдающейся игры от нее ожидать не стоит. Она снова воплотит образ печальной девы и будет с этой маской отыгрывать все представление. Но ее внутренний мир останется таким же непонятным, каким он и был. Это старая история в новых декорациях, и Ридли настолько уверен в успехе, что заспойлерил все ключевые повороты сюжета. Дело в том, что трейлеры фильма пересказали весь сюжет картины. Это даже не смешно, а грустно. Такого я бы и представить не мог, если бы мне сказали об этом раньше. Сына принцессы прячут в Нумидии. В Нумидию вторгается римская армия под командованием чилийца Педро Паскаля. Императорский потомок оказывается в плену, а его романтический интерес погибает. Амбициозный работорговец выкупает героя для гладиаторских боев и делает его оружием своих интриг. Но герой всех побеждает и символически обретает образ Максимуса, великого полководца, которого Ридли эпически прославит. Фильм уже начинается с нелепостей. Вот героя ударили по голове, и он теряет сознание и падает в воду. Как вы понимаете, если вы потеряете сознание и окажетесь в глубокой воде, то вы захлебнетесь. Но в этом кино другая реальность. Герой, как Ихтиандр, способный дышать под водой. Посмотрите на этот вычурный балет. Это не сражение, а обычная хореография. Пол Мескаль настолько заучил механику движений, что забыл, что у него есть соперник. Мы смотрим на отточенные движения, но нет никакой битвы. Здесь он выполняет простой трюк без страховочного троса. Он прыгает на воинов, а те заботливо прячут мечи, чтобы случайно не поранить актера. Но это же видно. Нет никакой борьбы, все просто исполняют заученную до автоматизма хореографическую программу. Здесь он подкидывает песок так, словно хочет себя ослепить. Вся эта пыль оказывается на его лице. А мы хорошо знаем, что после такого перформанса придется тщательно мыть глаза, которые будут болеть еще долго. Это какое-то ребячество. И что это за полет над гнездом кукушки? Носорог его легнул, что ли? Или он действительно римский ниндзя? Никогда бы не подумал, что Ридли снизойдет до банды бешеных макак. Это какой-то старческий маразм. Вести в сюжет голодных обезьян только для того, чтобы герой на них эпически порычал. Такое впечатление, что Ридли настолько преисполнился, что готов был взорвать бассейн Колизея с кораблями, носорогами и всеми зрителями для еще большего эпика. Это самый безжизненный фильм в карьере Ридли Скотта. Уже после первого акта желание продолжать знакомство с этой картиной улетучивается. Но я все же заставил себя досмотреть до конца. Главный герой – лишенный глубины персонаж. Его мотивы и характер режиссер не раскрывает. Только месть движет этим персонажем. Но и она не отражается в его душе, не оставляя ни следа, ни переживаний. В начале фильма он теряет любовь и друга. Но эти потери остаются без эмоционального отклика, превращаясь просто в оправдание его действий. Даже встреча с матерью, Люцилой, не затрагивает его сущность. Это герой, который полностью лишен чувств. Гладиаторские бои выглядят нереалистичными. Заученные движения и шаблоны заменяют настоящую силу.
Это зрелище становится обычным хореографическим спектаклем, который воспринимается как цирковое представление. На протяжении просмотра я ловил себя на мысли: я напрасно трачу время. Да, мне жаль своих часов, отданных этой картине. Когда-то эталонная постановка и операторская работа теперь кажутся навязчивыми и устаревшими. Единственный актер, оживляющий экран, это Дензел Вашингтон, который сумел придать своему образу хоть немного глубины и смысла, спасая при этом происходящее. Эта кинокартина соткана из условностей, самоповторов и нелепостей. Сюжет вяло ползет, как старая кобыла, тащащая телегу в гору. Лишь в конце второго акта унылость сменяется оживлением, и история наконец-то находит отзвук эмоциональности. Кульминация второго акта – это лучшая часть картины. Она придает задуманное драматическое напряжение, но это длится недолго. Финал кинокартины превращается в вакханалию сценарной фантазии, словно со страниц желтой прессы. Финал кинокартины – символ упадка всей современной киноиндустрии. Один парень позвонил мне и сказал: «У меня есть идея. Проходит 2 или 3 дня. Джубы и гладиаторы подходят к скале. Там пещера, закрытая большим камнем. Они все вместе толкают камень, и появляешься ты. Ты весь в траве и грязи. Ты выходишь, и с тобой все хорошо». И я сказал: «Ты не получишь права на эту книгу». Как-то Ридли Скотт сказал: мозг — это лучший кинозал. И ты понимаешь, это и то, и это прижилось во мне когда-то. Гладиатор, гладиатор, эпический эпик, эпичен. Наполеон и детонатор, мой творческий путь саркастичен. Сказал, я всегда так думал. Я творил и размышлял, и так фильм придумал. Гладиатор, гладиатор, четвертак полжизни. Твой сценарий, синтезатор, бегемот пресный снег. Гладиатор, гладиатор, эпический эпик, эпичен. Наполеон и детонатор, мой творческий путь саркастичен.